Скорее всего, вы уже прослушали аудиозапись Лорел или Янни. Многие известные ютуберы уже говорили в своих видео об этом феномене. Поясним для тех, кто не в курсе. Значит, пару недель назад эта аудиозапись накрыла интернет с головой. 14 мая кто-то поделился аудиозаписью с компьютера, в которой спрашивал у друзей, что именно они слышат – Лорел или Янни. Безусловно, несмотря на два, казалось бы, абсолютно разных звучаний варианта, мнения людей разделились. Примерно половина людей слышали Янни, в то время как другая половина слышала отчетливо в ролике Лорел. Я оставлю аудиозапись здесь, чтобы вы тоже смогли ее прослушать. Пишите в комментариях, что вы услышали. Пожалуйста, прослушайте. Laurel, 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 Laurel. Ну так что вы слышали, Лорел или Янни? Если вам интересно, я абсолютно четко слышу Лорел. На самом деле в оригинальной записи было записано имя Лорел. Я сам услышал эту запись довольно поздно, всего лишь 2 дня назад, и она сразу же напомнила мне фото с платьем, которое кто-то видел синим, а кто-то золотым. Вы можете посмотреть сотни видео разъяснения этого феномена на YouTube, но в своем видео я хочу обратить ваше внимание на кое-что другое. Когда я увидел синее и золотое платье, я почувствовал себя странно. Почему? Потому что я почувствовал, что само восприятие этой фотографии, так же как и этой аудиозаписи, несет в себе важный посыл. Возможно, большинству людей мои слова могут показаться несколько бессмысленными. Они могут воспринимать мои мысли как нечто смешное. «Ой, да вы опять привязываете все к философии», — скажете вы. Но все же я хочу поделиться с вами своими чувствами и мыслями. Для меня аудиоролик Лорел и Янни, как и снимок голубого и золотого платья, являются доказательством того, что счастье в нас самих, и оно не зависит от событий вокруг. Для того, чтобы легче объяснить свое утверждение, я отодвину на время в сторону случай с платьем и объясню лишь запись с Лорел и Янни. Скорее всего, каждый из нас уверен в том, что услышал или Янни, или Лорел, или, смесь из обоих имен. И вам кажется странным, как можно услышать другой вариант. Возможно, именно поэтому вы считаете себя правым, а всех других подозреваете в проблемах со слухом. Не так ли? По-вашему, почему вы так думаете? Потому что наше восприятие реальности зависит от сигналов, поступающих в наш мозг посредством 5 органов чувств. Если вы услышали Янни, именно этот вариант является для вас реальным, а если вы услышали Лорел, то Лорел и есть ваша реальность. Однако то, что люди слышат эту запись по-разному, доказывает относительность нашей реальности. Не так ли? Значит, восприятие реальности на самом деле зависит лишь от того, какие именно сигналы поступают к нам в мозг, а реальность может различаться от человека к человеку. Скорее всего, вы согласны со мной до этого момента. А сейчас я задам вам один вопрос. Откуда вы услышали запись Янни и Лорел? Вам кажется, что звук доносится из телефона или компьютера? Давайте подойдем к вопросу с научной точки зрения. На самом деле, это были звуковые волны, проникающие в ваши ушные раковины, заставляющие барабанные перепонки дребезжать и пропускать звук дальше, к 3 небольшим косточкам. Тут волны прошли пару сложных процессов и видоизменились в электрический импульс, который в дальнейшем воспроизвелся нашим мозгом как звук. Примерно то же самое происходит, когда мы смотрим на голубое и золотое платье. Световые лучи, падающие на фото, проникают в наши глаза и передаются в определенную часть мозга, где и воспроизводятся в качестве изображения. Выходит, все, что мы видим и слышим, на самом деле не происходит вокруг нас. Все то, что мы видим и то, что мы слышим, воспроизводится внутри. В данный момент вы видите и слышите это видео у себя в голове. Выходит, все, что мы переживаем и чувствуем, все пережитые нами истории проходят не снаружи в окружающем нас мире, а внутри нас.
тем самым создавая наше представление о реальности. То есть все счастливые и несчастливые случаи, трудные и радостные дни, любовь, страдания, стресс, страх, храбрость, слезы, смех, злость, спокойствие – все это не происходило в стороне от вас. Вы пережили все это внутри самого себя. А теперь мой последний вопрос. Если все, что мы видим и слышим за свою жизнь, так же, как и все эмоции, которые вызывают у нас эти изображения и звуки, воспроизводятся лишь в наших головах, то кто в ответе за то, какие последствия они вызывают? Кто в ответе за то, что происходит внутри нас? Другие? Или все же мы? Поэтому счастье нужно искать не вокруг, а внутри, в себе.